Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжем популярный аксессуар для новорожденных. Их огромное множество, поэтому видеоурок будет 2 в 1. На базе одних навыков свяжем гнездо для младенца и люльку для новорожденного. Это очень функционально и практично. С таким изделием малышу удобно ходить в гости и безопасно в путешествиях. Кровать захватить сложно, а люльку-гнездышко малыш полюбит и будет чувствовать себя в безопасности. Я использую готовое дно. Его размеры 70 по длинной стороне и 40 по короткой, рассчитана на малыша до 8 месяцев. Толщина 6 мм, изделие с закругленными краями, не цепляет пряжу, имеет 146 отверстий по 9 мм, что очень удобно при расчете петель даже на толстую пряжу. Ссылку на эту заготовку оставлю в описании. Артикул на Валберес прикрепляю по ходу видео. Для вязания использую хлопковый шнур российского производства 5 мм. Шнур без сердечника, не полый. Край не распускается и не крошится. Прекрасно держит форму, изделие получится плотное и крепкое. Выбор материала полностью отвечает требованиям для детских изделий. Точный расход и размеры готового изделия вы найдете в описании. Туда добавлю ссылку на сайт продавца-производителя. Лавка-вязанка, где вас ждет огромная палитра цветов и выгодные условия для заказа. Также я приготовила крючок 7 мм, маркеры и ножницы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Начинаю с декоративной обвязки донышка. Начать нужно в точке, где будет формироваться ручка изделия. Если это гнездышко, ручки у гнездышка формируются на коротких частях овала с одной и с другой стороны. Ручки у люльки формируются на длинных частях овала. Таким образом, для гнездышка я нашла центральную точку по повороту. Отцентровала по размеру. Точка эта между двух отверстий. От этой точки отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 отверстий в одну сторону, следующее маркирую, и 5 отверстий в другую, 1, 2, 3, 4, 5 маркирую. В этих точках я заложила ручку с одной и с другой стороны точно так же. Если мы с вами вяжем люльку, нахожу центральную точку по длинной стороне. Она приходится на отверстие. И от этого отверстия я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, маркирую. 1, 2, 3, 4, 5, маркирую. С одной и с другой стороны соответственно. Первым изделием у меня идет гнездышко, поэтому меня интересует сторона закругления. Беру нить с запасом около метра. Этот запас необходим для бесшовного соединения рядов. Нахожу правую точку. Ручка по этой стороне формируется от этой точки до этой. Их я наметила. Вставляю крючок и вывожу первую петлю. Готово. Далее, придерживая край, ввожу крючок в каждое следующее отверстие и провязываю соединительную. Не затягиваю обвязку, нить должна идти достаточно легко и просто. Здесь для удобства можно перейти на крючок поменьше, номер 6, но отверстия позволяют сделать обвязку и 7 крючком. Так продолжаю по кругу. Каждое следующее отверстие новый стежок. У меня последнее отверстие, и вставляя туда крючок, я подхватываю не рабочую нить, а тот запас нити, который оставляла, и вытягиваю его полностью. После чего вставляю крючок за первую петлю. Увожу нить под эту петлю
и возвращаю в исходную точку на изнанку. Для удобства я вставила маркеры в точки, где планируются ручки моего изделия. Теперь я выхожу на вязание стенок. Для удобства я перешла на крючок потоньше, только в этом ряду. Запас нити остается в стороне. Вставляю крючок в точку, чтобы замкнуть обвязку по изнанке. Подхватываю рабочую нить и вывожу первый столбик следующего ряда. Эти столбики не затягиваю, провязываю достаточно свободно, так как в следующем ряду мне нужно будет провязывать их в раскол. Вот что получается. Крючок каждый раз буду вводить мимо обвязки в отверстие, подхватываю рабочую нить, вынимаю петлю и провязываю. Хочется сказать, что у этой заготовки удобное количество отверстий и их размер. Плотность вязания помещается в отверстие ровно так же, как и в полотно, вязаное этим узором. На 10 сантиметров заготовки получается 9 отверстий. Точно так же по узору. Примерно на 10 сантиметров узора получается около 8,5-9 столбиков. Если ваша плотность вязания совпадает, вы вяжете с той же пряжи и такой же заготовки, то добавления делать не нужно. Я провязываю один столбик в одно отверстие, так до конца ряда. Еще раз, крючок сейчас у меня потоньше для удобства, поэтому петли вытягиваю побольше, чтобы в следующем ряду легко и просто провязать их в раскол крючком номер 7. Так продолжаю по кругу. У меня последняя точка. В эту точку провязываю последний столбик. Вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, вывожу высоту столбика, рабочую нить убираю в сторону. Завершаю этот столбик запасом нити, вытягивая его полностью. И с помощью этого запаса делаю соединение. Первая кромочная коса, увожу нить наизнанку. Далее возвращаю в исходную петлю. Готово. Запас нити снова остается в стороне до следующего ряда. Теперь образую следующий столбик следующего ряда. Ввожу крючок в раскол в самый центр столбика с лица. Контролирую, чтобы он вышел с центра, с изнанки, и формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Далее снова в раскол. Крючок входит между двух ножек одного столбика и выходит по изнанке между двух ножек этого же столбика. Контролирую, чтобы это было из раза в раз так. Столбик. Далее все то же самое. Провязываю один столбик в одну точку до конца ряда. Соединение рядов делаю по аналогии с помощью запаса нити. Провязываю шляпку последнего столбика запасом нити и делаю бесшовное соединение. Я вяжу 4-й ряд по стенкам, и эта глубина уже соответствует ширине матрасика для гнездышка 6 сантиметров. И заканчивается первый моток пряжи. Соединение мотков буду делать самым простым и понятным способом. Так как шнур не распускается, создаю узелок с помощью нити в тон и прикладываю новый моток пряжи стык в стык, делая несколько стежков туда-обратно, постоянно закрепляя узелком.
Так выглядит соединение, оно спрячется в толщу полотна. Если вы вяжете глубокую люльку, продолжаем навязывать рядность для увеличения глубины. И переходим на этот временной трек для вывязывания ручек. Сейчас у меня провязано 5 рядов. Я уже установила матрасик, он скрылся за бортиком. Глубина люльки около 7 сантиметров. И здесь сейчас у меня маркированные точки, где необходимо сформировать ручку. Я провязываю еще один столбик и со следующей точки пропускаю 10 столбиков до следующего маркера и провязываю 10 воздушных петель. Еще раз, по низу у меня пропущено столько же петель, сколько я провязала воздушных. И в 11 точку провязываю столбик в раскол. Продолжаю по кругу. На противоположной стороне тоже формирую ручку, но здесь у меня начало ряда будет немного иначе. Вяжу до следующих маркеров. С этой стороны я уже в точке формирования ручки. Но так как у меня здесь соединение ряда, я набираю не 10, а 9 воздушных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10-ю провязываю, подхватывая край для соединения нитей. Подтягиваю и рабочую нить, и нить соединения, ввожу крючок в первую кромочную косу, увожу край нити туда и возвращаю в исходную петлю. Снова подтягиваю, чтобы не было растянутых петель, и продолжаю вязать новый ряд в раскол. Сейчас вяжу по кругу до ручки, где буду делать обвязку. У меня последний столбик в раскол и перехожу к обвязке ручки. Здесь провязываю столбики прям под ручку, не затрагивая воздушные петли. Ввожу крючок, вынимаю петлю и провязываю. У меня получится больше 10 столбиков для того, чтобы ручка была плотная и стала каркасной. Вот сколько помещается на эту длину, столько и навязываю, подвигая петли. У меня получилось 15 петель вокруг ручки, несмотря на то, что воздушных петель было всего 10. Перехожу на полотно гнездышко, провязывая петли в раскол. И точно так же 15 петлями обвязываю противоположную ручку. И шляпку 15 столбика провязываю с помощью запаса нити. Делаю бесшовное соединение, как и делала из ряда в ряд. И возвращаю нить на изнанку. Перехожу к обвязке края. Беру рабочую нить, нахожу первый столбик по полотну и сразу за ним, за обе дужки кромочной косы, вставляю крючок и формирую первую петлю. Далее каждая следующая точка за обе дужки кромочной косы и провязываю соединительные. Так край станет более жестким и каркасным, изделие приобретет завершенный вид. Провязываю соединительные до ручки. Я в намеченной точке, у меня 2 столбика и переход на ручку. Вот здесь сейчас в кромочную косу вставляю крючок последний раз, вытягиваю петлю. Далее спускаюсь на ряд ниже, перед последним столбиком прошлого ряда, провязываю соединительную. И далее ухожу на кромочные косы под ручкой. И продолжаю провязывать соединительные. Здесь у меня получается аккуратный переход. Точно такой же делаю с этой стороны. Последняя точка по нижней части.
соединительная. Далее перехожу рядом выше, соединительная. И возвращаюсь к обвязке края, соединительная. Продолжаю до следующей ручки, там делаю то же самое и соединяю ряд с помощью запаса нити. Последняя точка находится рядом ниже от точки начала обвязки. Вставляю крючок, подхватываю запас нити, вытягиваю его полностью и делаю соединение с первой кромочной косой обвязки. Увожу край нити на изнанку, где укорачиваю обе нити и прячу в полотно. Люлька готова. Ее высота шестирядная, но от второго мотка пряжи у меня остался запас нити, так что вполне возможно связать семирядное изделие и поместиться по расходу в 2 мотка пряжи, или изготовить брелок-аксессуар или игрушку для малыша. Обязательно досмотрите ролик до конца. При вязании люльки ручки обвяжем другим способом. Возможно, они понравятся вам больше, и вы выберете для себя наилучший вариант. У меня провязано 16 рядов. С учетом толщины дна глубина изделия 20 сантиметров. Хочется сказать, что заканчивается 4-й моток пряжи, осталось около 250 грамм, и я перехожу к обвязке и ручкам. Но можно связать из 3 мотков 12-рядное изделие. Ширина будет примерно такая, и точно так же сформировать ручку из остатка пряжи. Хватает на полноценную люльку с более низкими бортами. Фотографию прикрепляю. Итак, я уже перенесла маркеры. Между маркерами с каждой стороны у меня 11 столбиков, как я и намечала в начале при обвязке донышка. Я перехожу к обвязке края соединительными петлями за обе дужки кромочной косы. Вставляю крючок. Это позволит собрать немножко края изделия, чтобы они не были вывернутыми. Сейчас провязываю соединительные стежки до первого маркера, не довязываю одну точку. Последний раз вставляю крючок в точку перед маркером, провязываю соединительную и формирую цепочку достаточно свободно из 40 воздушных петель. Здесь вставляю крючок в маркированную точку, подхватываю нить и провязываю соединительную, вынимаю крючок. Вот так сейчас выглядит мой край. Переворачиваю люльку, нахожу заднюю перемычку цепочки из воздушных, которая крепит ручку к полотну. Вставляю крючок, подхватываю петлю, рабочую нить и протягиваю. Далее в каждую следующую заднюю перемычку буду вставлять крючок и провязывать соединительные в обратном направлении с тем же натяжением нити. У меня 40 точек, 40 соединительных. Последняя точка – это точка соединения ручки и полотна. Соединительная. Вынимаю крючок, переворачиваю люльку. Здесь мне нужно закрепиться в маркированную точку. Удаляю маркер. Вставляю крючок, подхватываю петлю и рабочей нитью формирую еще одну петлю. Теперь мне нужно перейти на обвязку изнаночного края.
Если изделие небольшое, такой ручки достаточно, и можно переходить на обвязку края, двигаясь к следующей ручке. Но так как у меня изделие достаточно объемное, я увожу петлю наизнанку, переворачиваю свою ручку. Здесь есть точки, которые отделены стежком. Вот каждая следующая точка прокалываю так, чтобы с лица крючок вышел между цепочки воздушных в одну сторону и цепочки воздушных в другую сторону. Подхватываю рабочую нить и провязываю еще одну соединительную. Так далее. Каждая следующая точка новая соединительная. Удаляю маркер. Провязываю последнюю соединительную. И закрепляюсь в точку слева от той точки, которая уже была задействована. У меня так и получилось, что между ручками, между теми точками, в которые они крепятся, 11 столбиков, как я и намечала. И перехожу к обвязке края до следующей ручки. Ее вывязываю точно так же. У меня остается последний стежок, вытягиваю нить и делаю соединение. Первая кромочная коса обвязки, увожу нить сюда и возвращаю в исходную петлю наизнанку, где прячу кончики. В конце ролика прикреплю короткий видеообзор. Еще раз повторюсь, в описании остаются ссылки для приобретения необходимых материалов и инструментов. Туда же прикрепляю плейлист «Вязаные люльки». К этому изделию можно связать козырек двух типов. Выбор за вами. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!